Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Когда возникла необходимость пересечься в одной точке, но места вокруг так мало, что приходится тесниться. У Чингука и Тэхёна понятия расстояния не существует. Ни на практике, ни в теории. Спорим, вы этот момент не видели. Девятое место. Боже мой, у Чингука такая счастливая улыбка, когда он смотрит на Тэхёна. Его улыбка и взгляд направлены на Тэхёна, буквально излучают любовь и счастье. Когда Тэгу смотрит не в камеру, а друг на друга. Это так мило. 8 место. Если однажды у вас возникают какие-либо сомнения, просто вспомните, как они смотрят друг на друга. Какие могут быть сомнения? Это официально самая лучшая пара на Земле. Я их обожаю. Тэхён в своем Instagram-сторис написал: «Моя скорость ухода с работы, вероятно, самая быстрая». О чем Чингук уже рассказал нам в 2020 году. Он быстро уходит с работы, но медленно идет на работу. 퇴근은 빠른데 출근은 정말 느리다. Чингук знает каждую деталь о Тэхёне. Если посмотреть, мы все такие. На работу еле-еле, а с работы только пятки сверкают. — 20 марта 5 лет назад Тэгу в Анпанман. То, как Чингук раскачивал Тэхёна как своего малыша. Седьмое место. Интересный момент. Тэхён просто отошел в туалет. Тем временем Чингук заикается и спрашивает у Тэхёна: Хён, ты куда?» Участники отвечают: он в туалет. 형 잠시만 화장실 좀 갔다 올게. 형 한번 저 만생 처음 듣는 사람인데? 화장실. Такие глазки испуганные у Чингука. Он боится потерять Тэхёна даже в такой ситуации. Давайте просто вспомним этот момент. Тэхён взял и раздел Чингука. Он такой проказник. Шестое место. Мы все часто собственники и также показываем, что это плечо только мое. Чингук сказал: Тэхёну очень нравится эта песня. Просто прочтите текст, эта песня очень подходит Тэхёну и Чингуку.
Это были просто двое влюбленных, сидящих в машине, слушающих музыку, влюбленные друг в друга. Я был наедине с любовью всей моей жизни. Твоя кожа так сияет, она мой сияющий луч в ночи. Мне не нужен свет, чтобы увидеть тебя. Ты хоть можешь представить себе, что можно влюбиться так, как влюбился я, мой ангел света? Я был наедине с любовью всей моей жизни. 5 место. Тэхён знает, чем поразить своего парня в самое сердечко. Чонгуку нравится все, что делает Тэхён. Когда вы пара, невольно перехватываете какие-то жесты и привычки, сами того не замечая, правда? Немного отвлечемся. Обновление. Новое видео с Тэхёном. Тэхён, как всегда, прекрасен. Эти руки делают меня очень взволнованной. Самые красивые руки в мире. Новое фото с Бами и его друзьями. Кадры с момента, когда участники приехали на вечеринку Чонгука во время промо-компании альбома. Человек, который снял это видео, подписал: «Пока я ел курицу в ресторане на улице Апкуджон, я увидел Чонгука, Тэхёна, Чимина, Намджуна, Юнги и даже Джису. Ах, мои руки все еще трясутся». Мы потихонечку получаем кусочки той легендарной вечеринки. Аю сказала: «Как зрителю мне не терпится увидеть, как Тэхён уволится со службы и примет участие в великих проектах». Аю на нашей стороне. Чонгук якобы работает на кухне, и люди ушли в крайности. Кто-то в шоке не понимает, как такое вообще могло произойти, это же позор. Кто-то вздохнул с облегчением, ведь работенка-то легкая, а кто-то решил, что может осуждать и высмеивать выбор Чонгука. Ну давайте по порядку. Ходили слухи о том, что Чонгук получил травму в центре подготовки и из-за этого не сдал какие-то там нормативы. И если это правда, вполне логично, что он выбрал этот путь. Учитывая, что в последнее время Чонгук упоминал о том, что у него болят колени, то логичнее вдвойне. Возможно, он не рассчитал нагрузку в учебке, а с его рвением к идеалу это вполне возможно. Возможно, во время деятельности в рамках альбома Golden он переоценил свои возможности, и организм сказал: «Не в этот раз, дружок, тебе уже давно не 16, и теперь разгребает последствия». А возможно, это изначально было его желанием. Каждая сфера деятельности имеет свои побочки, и, видимо, адский график и невероятные нагрузки дали о себе знать. И у Чонгука, возможно, реально есть какие-то проблемы, которые он в армии сможет устранить, если будет придерживаться щадящей нагрузки. Но мы же об этом не думаем, правда? Ему еще перед вами на сцене плясать, но вам же наплевать, нужно осудить. Окей, отбросим вариант с коленями и травмой. Чонгук любит готовить, всегда любил и когда-то даже сказал о том, что они с Юнги планировали в будущем открыть мясной ресторан. На своих эфирах он готовил вместе с нами, и все визжали от восторга. А теперь что, разочаровал? Так это не его проблемы, а ваши. Это не его ожидания, а ваши. Это не он виноват в том, что вы вечно что-то от него требуете и ждете. А вы придумайте себе что-то, поверите в это, а потом обижаетесь, что все совсем не так, и в этом Чонгук тоже не виноват. Насчет легкой работы и то, что Чонгук выбрал себе легкий путь. Ну, поработайте на общественной кухне и поймете, как это легко.
Насчет легких путей. Всем вам желаю пройти то, через что прошел Чингук. Если выживете, тогда будем говорить дальше. Думаю, ваши взгляды сильно изменятся. Поэтому не лезьте туда, где вам и вашим осуждениям и непониманию не место. Никому это не интересно. Слова солдата, который был поваром в армии. Быть поваром – это сложно, но это интересно. Я просыпаюсь на 2 часа раньше всех, а вместо этого работаю 1 час. Прежде всего, здесь есть огонь, горячее масло и острые ножи, поэтому есть вероятность мелких травм. Поэтому отправлять туда сложно, люди, которые не хотят пострадать. Я подал заявку. Преимущество в том, что можно спать 8 часов, не ложась рано. Вместо этого нет обучения, потому что даже если ты ходишь на обучение, тебе придется готовить, и обучается лишь очень небольшое количество людей. Поскольку жить приходится одному, хорошо управлять приватностью мировых звезд. Если что-то сказано, можно сразу отследить, кто именно об этом говорил. Ура! Появилось хоть немного информации, можно сказать, из первых уст. Больше сна и больше приватности. Это очень круто. Это как раз то, чего так не хватало Чингуку в учебке. А если он вообще и один живет, это просто фантастика. Контактировать с небольшой группой таких же поваров вместо всего отряда или роты, думаю, это то, что и есть комфорт для Чингука. Я очень рада, что все сложилось именно так. А теперь поговорим о самом приятном – отпуск. Тэхён уже получает отпуск. Скорее всего, он уже дома и увиделся с родными. Информация об отпуске на Новый год разнится. Хотя одни источники утверждают, что там дается несколько дней всем новобранцам, как и на часок. Плюс Намджун писал сообщение на Виверс, что он в отпуске. Но при этом официальной информации нигде не было. Хочется верить, что ребята уже виделись. Но в любом случае в этом отпуске они точно совпадают, ведь 100 дней отсчитывается не после учебки, как мы думали, а с начала зачисления. Остальные официальные отпуска у них тоже должны совпадать, а дополнительные дни будут и у Тэхёна, и у Чингука. У Тэхёна из-за специфики его службы, а у Чингука из-за должности армейского повара. Пока все видится так, что они максимально продумали все, чтобы получить как можно больше времени вместе. Ким Ина сказала, финал такой интересный. Стало 2 Тэхёна, мир с 2 Ви. Означает ли это лучший мир? Какие светлые мысли. Девочки из New Jeans говорят о клипе Тэхёна. Ох, он одинок. Но почему тогда его дом такой чистый? Ого, у него появилась девушка, даже растения появились в доме. Кто о чем, а девочки об уборке и интерьере беспокоятся. Четвертое место. Это Чингук. Чингук неплохо соблазняет своего парня. Честно говоря, от такого шикарного парня очень сложно оторвать свой взгляд. Руки Тэхёна всегда на своем месте, всегда. Проследите внимательно за рукой Тэхёна, когда он проходит мимо Чингука. А меня еще выносит довольная улыбка Чингука. В общем, прекрасный момент. Эта семейка всегда фоткает друг друга. Вы заметили же, да? Наблюдая за тем, как Чингук и Тэхён выражают свое желание исследовать разные стили и жанры, я чувствую гордость, потому что настоящие артисты никогда не перестают учиться, никогда не перестают исследовать и никогда не перестают совершенствовать свое мастерство.
И вот они какие, настоящие артисты, во всех смыслах этого слова. Тэхён сказал: «Небо – это предел для музыки, которую я хочу создать». Это милая и беззаботная песня, признанная вызвать улыбку на лицах армии. Она отражает мою игривую и озорную сторону. Мы смешали здесь и там элементы, которые заставят вас улыбнуться. Мы сделали это видео с надеждой, что армии улыбнутся. Чонгук сказал: «На самом деле это может звучать как парадокс, потому что я понимаю, что важно использовать свои собственные цвета, но я также хочу иметь возможность использовать разные цвета как артист. Различные жанры, стили, тексты, голоса. Я хочу быть на сцене со всеми нашими участниками. Я хочу потусоваться с ними в зале ожидания. Я очень скучаю по этим обычным моментам. Я надеюсь, что этот день вернется очень скоро. Я хочу испробовать все жанры. Хочу заниматься латиноамериканской музыкой и оперой, а также делать мюзиклы. И классическое пение». Третье место. Вечная сага. Тэхён и бедра Чонгука. Рука Тэхёна, которая становится все ближе к запретному месту Чонгука. Я не могу на это смотреть. Простите, это уже слишком. Нам всем нужна святая вода. Мгновение, когда вы счастливо смеетесь рядом со своим человеком, вы действительно понимаете, как сильно вы его любите. Второе место. Они ведут себя как пара. Когда у твоего парня самая тонкая талия, желание держать ее все время. Такое семейное поведение, я не могу просто. Они словно та самая легендарная парочка на отдыхе. Это так мило. Первое место. Громкий момент. Тэхён снова смотрел этот ЛГБТ-фильм. Актриса Руби рассказывала Тэхёну о своем брате, который сыграл в фильме «С любовью, Виктор». Можно услышать, как Тэхён у нее спрашивает: «С любовью, Виктор?» И она отвечает: «Да». Джордж Сиа, актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, музыкант, танцор. Сюжет того самого фильма, о котором сказал Тэхён. В первом сезоне рассказывается о том, как Виктор переезжает в другой город вместе со своими родителями, младшим братом и сестрой. Подростку приходится нелегко. Нужно привыкать к новому дому и к новой школе, переживать семейные конфликты, спровоцированные сменой обстановки. И самое трудное – искать себя и разбираться со своей сексуальной ориентацией и противоречивыми чувствами, бурлящими внутри. Когда тревог становится слишком много, Виктор обращается за помощью к Саймону. Он помогает парню пережить все радости и трудности старшей школы. Джордж Сиа играет уверенного в себе обаятельного одноклассника Виктора, открытый гей, который позже становится его парнем. Второй сезон посвящен последствиям каминг-аута Виктора перед родителями и сестрой. Повествует о путешествии Виктора в новый мир с его друзьями, об отношениях с Бенджи, которые несколько раз подвергаются проверке, отчасти из-за семьи Виктора и нового возможного любовного интереса. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!